Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 7-я серия Атаки Титанов. Битва за Трост, часть 3. Маленький клинок. Маленький, но клинок. Есть шанс, то есть. Есть шанс. Подождите, командир! Если нападут титаны, то нам, снабженцам, оборону не удержать! Нет, не удержать. Пожалуйста, останьтесь! С дороги! Я должен проследить за организацией подкреплений. Да ты сваливаешь, козел. Безопасности за внутренними воротами? Что ты хочешь сказать? То, что ты их бросаешь. Я следую уставу! Ты пошел ты. Следовать установленным правилам! Долг солдата! Да пошел ты. Но если они прорвутся сюда... Молчать! Вот сволочь, а. Вот сволочь. Если еще раз откроете рот, то я объявлю вас изменниками и покараю здесь и сейчас! Да тебя завалить надо. Микаса держится еще. Она впереди. Господи, молодых ребят пустили на Они корм. должны были слышать сигнал к отступлению. Почему они не забираются на стену? А? Это штаб-квартира. Господи. Это... Спрячься. Спрячься. Нам конец. Спрячься. Мама. О, кто-то хотя бы. И какой тебе толк от ружья? Ой, господи. Да. Эй, Жан! Что теперь делать? Жан, А сам, как думаешь? все ясно, в депрессии. Наконец-то просигналили отступление, но залезть на стену не хватит газа. Мы все здесь умрем. Облом. Все из-за этих проклятых трусов. Ты о снабженцах? Что с ними случилось? Все погибли? Потеряли боевой дух. Я понимаю их чувства. Они не просто так бросили свое задание снабжать нас и заперлись в штабе. Там все кишит титанами. Ой. С запасом газа оттуда не выбраться. Значит, мы сами должны рискнуть и прорваться через титанов! Вообще-то... Будто что-то изменится, если сидеть тут! Титаны и здесь соберутся! Вообще он прав. Если будем убегать от них, то попусту израсходуем остатки газа! А потеряем мобильность, нам точно конец! В Черт. кои-то веки ты пошевелил извилинами, Кони. Да. Но разве такое сборище справится с этим? Почти все старшие солдаты из авангарда убиты. И кто из кадетов поведет всех на такую самоубийственную операцию? Микаса. Впрочем, мы все равно не справимся с титанами, даже если такой найдется. Скорее всего, газовое хранилище битком набито 3-4-метровыми титанами. Да и вести бой внутри мы не можем. Да. Узко слишком. Безнадега? Маневрировать Ох, жалкая же у меня была жизнь. не выйдет. А, Если Жан. бы кто сказал мне об этом заранее. Жан, Давайте успокойся. попробуем, ребята! Ну же, встаньте! Если мы объединим силы, у нас получится! Да, Саша. Впереди пойду я! Нет. Прости, но я бы за тобой не пошел. Ау, Армин вообще отдельная тема. Армин, пойдем вместе! Райнер, О, что делать? Не сейчас. Пусть все соберутся. Конец. Как ни подумай, у нас не получится выбраться из этого города. получится все. Не то чтобы я не был готов к смерти, но ради чего я умру? Вот это самое обидное. Микаса, разве ты не в арьергарде? Энни! Я поняла положение. Извини, что все равно думаю о своем, но ты не видела группу Эрона? Ни его самого, ни чтобы кто-то лез на стену. Кстати, вон там сидит Армин. Ох, Армин! ё. Микаса? Нет.
как я посмотрю ей в глаза? О, Я черт. лишь впустую остался жив. Если уж на то пошло, лучше бы я умер тогда вместе с ним. Ау, обидно, правда обидно. Армин, ты ранен? Идти можешь? Она поняла. Где Эрен? Нет, не поняла. Армин, Ау. Ну теперь-то она точно поняла. Тут и без слов все понятно. Не просто так нам показали. Группа... 34-я группа курсантов. Томас Вагнер. Ноктес. Мелиус Зеремский. Мина Каролина. Эрен Егер. Ох. Все 5 при исполнении своего долга пали смертью храбрых. не может быть. Почти все из 34-й убиты. Нас ждет та же участь, если пойдем на Титанов. А если не пойдете? Микаса, Эрен умер вместо меня. Я ничего не смог сделать. Прости. Армин. Успокойся. Сейчас не время отдаваться чувствам. Нифига себе. Вставай. Марко, если уничтожим титанов вокруг штаба, то сможем пополнить запасы газа и забраться на стену. Я правильно говорю? Да, но даже если ты с нами, их слишком много. Мы сможем. А? Поверь, я сильная. Сильнее любого из вас. Я очень сильная. Я могу поубивать там всех титанов до единого. Даже в одиночку. Вы все тут либо бездари, либо малодушные трусы. Какое убожество. Можете сосать свои пальцы здесь. Сосать и смотреть. Эй, Микаса! Что это с тобой вдруг такое? Ты что, собралась одна пойти против целой толпы титанов? Это просто невозможно! Если я не смогу, то умру. Но в случае победы я выживу. Если не драться, не победить. Ребята, имейте совесть. Убожество. Это твоя способность толкать речи. Хочешь поднять нас на бой? Жан? Это все ты виноват, Эрен. Это да. Эй! Жан? Разве вас учили отправлять товарищей сражаться в одиночку? Да вы и правда все трусы! Жану! Как неожиданно с его стороны. Да, я всегда в него верил. Я всегда в него верил. Давай, Армин. Давайте, пацаны, я понимаю. Вы, трусы! Слабаки! Тупицы! О, черт. Проклятие. Ладно, пошли. Мы все умрем! Но в любом случае умрем, так что уж лучше коллективно умереть. Быстрее! За Микасой! Микаса уже второго Сражаемся убила. быстро! Доберемся до штаба, пока не закончился газ! Все же Микаса крута. Как она так быстро двигается? Она слишком быстро расходует газ. Он скоро закончится. Все, она Какими психанула. бы умелыми мы ни были, без мобильности мы бессильны. Она психанула. Она сейчас тупо идет на смерть. Она сейчас тупо идет на смерть. Она уже Она не третьего хладнокровна, завалила. как обычно. Она хочет забыться в бурном бою. Такими темпами. Все. Микаса! Черт! Жан, бери командование на себя! Я пойду с Армином! Жан? Тоже! О чем ты? Титанов еще много! Твои навыки нужны здесь! Жан берет командование? Я на это хочу посмотреть. Ну давай, Жан. Господи, Жан берет командование. Все, нам кранты. А может и не кранты. Так, Микаса. Да. Опять то же самое.
У нее... Я опять потеряла семью. Ой. У нее очень сильный удар. Очень. Опять семью потеряла. Снова. Все та же боль. Опять все начинать с чистого листа. Да никто ее не хочет она начинать с чистого листа. Ой-ё. Ох-ё. Ой-ё. Ну, ребята, знаете, я прочитаю в конце. И будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам нравится. Не получится. Нам и близко не подойти к штабу. Если только мы не готовы на жертвы. О, черт! Все, конец. Черт! Забеги в У дом него хотя бы. закончился газ. Хотя бы в дом забеги. Том, сейчас помогу! Стой! Уже поздно! Все, этим тоже кранты. Ё, так умирать, это капец. Почему не смог остановить? Ты пытался, они тебя не слушали. Сейчас успокойся. Почему не остановил? Это что, первое... Если бы остановил силой, то этого бы... Ох, ё. Есть ли у меня право? Право взять на себя такую ответственность. Взять командование, то есть. Жан. Жан. Ребята, успокоиться. Не надо смотреть. Не надо смотреть. Жан. Так, Микаса. Этот мир жесток. И все же он так прекрасен. Я прожила хорошую жизнь. Это что сейчас было? Желание жить. В ней бурлит желание жить. Она хочет жить. Она думала, что умрет, но нет. Держись, Микаса. Почему? Она, давай. Я же уже сдалась. Вставай. Давай, поднимайся. Почему? Я встаю. Потому что Эрон не просто так тебе. Почему? Гранат. Я сражаюсь. Вот это интересно. Ради чего? Мне больше незачем жить. Нет, Кто есть. меня держит? Держись. Дерись. Как завещал. Давай. Он не просто так тебе тогда жизнь спас. Цени. Прости, Эрон. Да. Я больше не сдамся. Вот именно. Я никогда не сдамся. Ведь если я умру, то уже не смогу вспоминать тебя. Ау, это прямо Джон Поэтому Уик. я справлюсь с любой ценой и выживу, несмотря ни на что! Красиво. Ну, ребят, я не буду тут сейчас играть в удивление. Это я помню. Без спойлеров пока что, если кто не смотрел, но я знаю, Что кто это. было? С возвращением. Слушайте, офигенно выглядит. Если честно, признаюсь, это было, когда я впервые это посмотрел, я был в афиге. Но я помню, что были подозрения. Вот у меня были подозрения, я это очень хорошо помню, когда я впервые посмотрел данный момент. Титан убивает Титана. Точнее, он на нем танцует.
Привет. Да. Даже для нее это удивление. Армин, быстрее. Прошу, Микаса, будь жива! Микасе надо передать его лезвие сейчас. Микаса! Вот она. Он должен сейчас свои лезвия дать ей. Газ немножечко. Так, наполовину разделить, потому что я уверен, что он ими не пользовался Микаса, вообще. ты не ранена? О! Вы как, целы? Да. Нужно валить отсюда. Вот черт! 2 15-метровых титана! Нет, этот титан... Как быстро! Они очень быстро, кстати, разлагаются. Чё за Симбу включили? О! Разумный! Та-та-та! Ох, по челюсть. А, нет, не по челюсти, по... Да какая разница, секир башка. Да. Регенерация Росомахи. Он его добил? Он знает про слабое место? Все равно нужно уходить, пока он за нас не принялся. Нет, он проигнорировал нас. Хотя должен был уже наброситься. Еще как. Этот титан имеет понятие о рукопашном бое. Ага. Кто он такой? Это Девиант. Кто же еще? Да, Девиант. Ты Мы таких... еще многого не понимаем. Ты таких видел? И нам нужно торопиться в штаб. Стой! У Микасы закончился газ! А? Серьезно? Что нам без тебя делать? Очевидно, что нам нужно. Хоть у меня осталось мало. Быстрее меняемся! Армин! Другого выбора нет! От меня и с ним никакого толка. Это да. Но на этот раз использую его бережнее, Да. чтобы спасти всех. Я повела их за собой, когда не была готова нести на себе их жизни. Это да. Я даже не осознала эту ответственность, когда собралась отбросить свою жизень. Но она... Все как хотелось мне самой. Но она была немного не в себе. Я... Готово. Все. УПМ еще работает. И все клинки я отдал. Только оставь мне этот. Все-таки мне бы не хотелось быть съеденным заживо. Да. Согласен. Ага. Не нужно тебе это. Все будет нормально. Как же... Армин. Я не оставлю тебя здесь. Да. А как он с ними, между прочим, поедет? Тогда... Я была в полном замешательстве. Это да. Я никогда не слышала, чтобы титаны убивали титанов. Да. И я была слегка воодушевлена. Потому что я видела... Словно живое воплощение ярости человечества. Живое воплощение ярости человечества. Классно сказано. Продолжение следует. Дописал. Так. По поводу этого титана. Ребята, без спойлеров, те, кто смотрел, я в курсе, что все знают, но если кто смотрит мои реакции и при этом не смотрел «Атаку титанов», если такие есть, будьте добры, напишите мне, и если такие люди в принципе остались в мире, то вот из-за этой причины не буду спойлерить, кто это, и пока что не буду говорить своих соображений по поводу данного эффекта, скажем так. Итак, сведения, доступные на данный момент. Схема устройства пространственного маневрирования, часть первая. Маневровый механизм. В главной части находятся стальные тросы, две оси управляются независимо.
Сведения доступны на данный момент. Схема устройства пространственного маневрирования, часть 2. Управляющий механизм. Принцип работы управляющего механизма неизвестен. Технический отдел занимается его разработкой и улучшением в секрете. Короче, понятно. Нифига не могут физически объяснить по законам физики что да как, и поэтому типа тайна. Баллоны. В баллонах хранится сжатый газ. Ну, по поводу сжатого газа понятно. Ребята, ну, на самом деле, в данный момент эта серия была на самом деле намного глубже, чем она может показаться, на самом деле, на первый взгляд. Нет, на самом деле она не кажется, она прямо показывает нам несколько таких очень сильных моментов. На самом деле мне очень понравилось такое, скажем так, Микаса. Микаса здесь очень интересно. Это, скажем так, продолжение той серии, которую в прошлый раз нам показали. Я понял, она, понимаете, в чем дело? Она физически не смогла выразить свои эмоции, физически не поорать, не заплакать, ничего такого, и решила пойти в атаку по безбашенности. Вот в этой манере она выплеснула свою боль и хотела уже умереть. Она совершила очень страшную ошибку, что повела за собой, она на эмоциях приняла это решение, повела за собой миллион ребят. Вообще-то она сделала правильно. Она сделала абсолютно правильно, просто не по очень правильным причинам. Из-за этого она немного себя корит. Жан мне также здесь очень понравился, потому что Жан, понимаете, в чем дело? Жан — это яркий представитель того, что человек просто хочет быть в безопасности. Просто хочет быть в безопасности. И его винить за это нельзя. Там никого за это не винить нельзя, учитывая, что с этими бедными ребятами сделали. Их бросили на произвол судьбы. Что ты хочешь сказать? Я следую уставу. Командование полностью покинуло Трост и оставила новобранцев, наставила курсантов, которые до сих пор даже не выбрали, в какое отделение пойдут, на произвол судьбы. Все, конец. Штаб-квартира, где основные запасы, клинки, оружие, там, пушки, сжатый газ, все это полностью перерезано, отрезано. У ребят недостаточно сжатого газа в своих штуках, чтобы забраться на стены. И то есть ребята оказались в изоляции. У них единственный шанс прорваться на базу, зачистить ее внутри, хорошенько вооружиться, хорошенько запастись всем и прорываться уже на большие стены. И неважно куда, на внешнюю сторону или на внутреннюю сторону, главное забраться, все стены связаны между собой. Так что главное забраться. И Жан взял ребят в свои руки и продолжил. Жан, на самом деле, мне кажется, мы как раз наблюдали тот момент, который был в прошлой серии с Армином. Он увидел впервые, как людей убивают. Мне кажется, вот этот момент был. Вот как людей убивают. Он увидел смерть своих товарищей. Это на него произведет большое впечатление, 100%. Но он, по крайней мере, не истерит. Он держит себя в руках. Даже когда он в полной депрессухе говорит, что все, нам хана, он все равно держит себя в руках. Жан вообще отдельная личность, которая мне очень нравится, потому что парень... Понимаете, в чем дело? Парень может быть из определенного теста, но этого не понимать. Он может быть сильным внутри, но этого не осознавать. Вот именно в таких ситуациях полностью понимаешь, кто есть кто. Ну, ясное дело, там некоторые ребята, которые уже успели повидать смерть несколько лет назад, более или менее готовы оказались. Кстати, Эрон тоже готов оказался. Армин, по крайней мере, прекрасно осознает свою, скажем так, неэффективность и по крайней мере, знает, кому передавать все свое вооружение, потому что, Микасе это намного важнее. Господи, да Микаса там мочит всех направо и налево. Алло, хоть кто-нибудь убил там Титана или нет? Хоть кто-нибудь? Она уже там 3 завалила. 3! Между прочим, сцена когда ее уже пытался съесть Титан, когда она уже все смирилась со своей судьбой, она внезапно начала драться. Внезапно начала бороться. На самом деле, мне это напомнило, кажется, первую серию или первый сезон или второй сезон сериала «Клан Сопрано». Да, я понимаю, далековато я убежал, но там была сцена, когда Энтони Сопрано, главный персонаж, был в очень сильной депрессии, в страшнейшей депрессии, и внезапно на него напали. И потом он говорит своему психологу:
дайте кому-то в себя пострелять. Знаете, отлично бодрит. Каждая молекула моего тела боролась за жизнь. Знаете, думать, что хочешь умереть, но потом осознать, что этого не хочешь, когда весь твой мозг, когда все твое тело орет «живи». И тут это очень красиво показали путем символизма и путем воспоминания об Эроне. Эрон что? Просто так все это делал, да, пару лет назад? Нам показали, что Эрон сделал. Зря? Зря он ее спас. Фига с два. Итак, теперь хочу затронуть момент про гранат. Когда там гранат увидела Микаса. Это краеугольный камень. Вот на самом деле, это краеугольный камень всей серии. Краеугольный камень всей серии, который объединяет на очень глубоком уровне весь сюжет повествования даже нескольких серий, которые есть, были и будут. Гранат, чтобы все понимали, еще с греческих времен, еще с самых античных времен, еще с тех времен, когда человечество вообще знает о своем существовании, это был символ. Символ много чего в самых разных вот в самых разных мифах, вероисповеданиях. Упоминания о гранате есть и в Талмуде, и в Коране, и в Библии. И серьезно. Даже в китайской, даже в Китае он является символом плодородия и счастливого будущего, между прочим. Это уже тут намек, вы понимаете, да? Вы понимаете, в чем дело? В основном, вот и, кстати, по поводу плодородия и по поводу вечной жизни. Гранат — это символ вот плодородия, вечной жизни. И что такое вечная жизнь для человечества? Вечная жизнь для человека — это когда он продолжает собственный род. В Талмуде, кстати, даже сказано. Это, ну ладно, хорошо, это я не читал, просто я знаю это из фильма «Список Шиндлера». Там Шиндлеру говорит свой бухгалтер, что тут написано: тот, кто спасет одну человеческую жизнь, тот спасет весь мир. Эрон спас Микасу, и Микаса только что осознала весь смысл собственной жизни. Весь смысл собственной жизни. Эрон что, зря все это сделал, чтобы спасти человеческую жизнь? Вот зря? Да, он погиб. Да, она потеряла семью, но она не потеряла свою жизнь, которую ей подарили. Подарил парень. Он исполнил свой очень внутренний генетический код, был выполнен. Он спас человеческую жизнь и продолжил ее. И в тот момент, когда этот гранат прямо засиял, это был великолепный момент. Кстати, в греческой мифологии сок граната — это типа кровь Диониса. Так, чтобы понимали. В некоторых мифах также тот, кто сок граната выпьет, станет непобедимым. Даже такое есть. В смысле, ну то есть Микаса, гранат, и вот это, ну она реально непобедима, она там бешеная. И вот она увидела этот гранат, и она драться продолжила. И сейчас подходим к, скажем так, спойлерному моменту. Сразу говорю, спойлерный момент. Попытаюсь как можно сильнее не спойлерно, но те, кто уже знает сюжет, поймут. В христианстве гранат — это яркий символ воскрешения Христа. Воскрешение Христа. Кто понял, тот поймет. И внезапно появляется тот гигантский титан. Кто смотрел, тот поймет. Вы поняли, то есть, как гранат? Причем не простой гранат, а раскрытый гранат. Вы видели? Он был раскрыт. То есть, он был разрезан. То есть, видно было. Так что? Я не знаю, тут прямее некуда символизм. И намек. И также этот гранат, хочу снова подчеркнуть, символизирует счастливое будущее. Короче, ребята, все будет нормально. И это я не спойлерно говорю, а потому что нам тут символично показали, причем вот прямо нас, смотрите, что все будет от души. И Микаса, вот тут прямо у нее произошло трансформация. Она хочет жить, она это поняла.
Жить ради чего? Ради того, чтобы помнить своих любимых. Вы понимаете, то есть, как это работает в обе стороны? Это работает в обе стороны. Ты спас человеческую жизнь. Кстати, между прочим, хочу такое маленькое отступление. Спасателей, например, да, я смотрел некоторые интервью, некоторые, общался даже с некоторыми. Они говорят, что когда ты уже, вот спасатели, пожарные, они говорят, что когда ты спасаешь человека, это потом уже ни с чем не сравнится. Это потом уже из тебя не выйдет. Ощущение того, что ты спас человеческую жизнь, это бесценно. Вот серьезно, они так говорят. Короче, и вот что хотелось сказать по поводу того, что это работает в обе стороны. Спасаешь человека, у тебя на сердце... Ты, скажем так, не зря прожил жизнь. Не зря прожил жизнь. И про врачей, кстати, можно это сказать. Прошу прощения, про вас забыл, ребята. Большое извинение. Врачам большой респект. И также потом дань уважения отдают тем людям, которые, спасенные отдают тем, что будут помнить их. Будут помнить. Это прямо как, извините, как в Джон Уике. Как и Джон Уик хочет жить, вспоминая свою жену, помнить ее, отдавая ей этим дань уважения, потому что она его спасла. Она вернула ему человечность. Конечно, в итоге эту человечность у него очень жестко забрали, и многие за это поплатились, да и до сих пор платят вроде бы там собираются 5-ю часть снимать. Капец. Короче, вот примерно, все, что я хотел сказать по поводу символизма в данной серии, вот гранат и так далее. Снова же повторюсь, великолепная серия. Очень красивая серия, которая подвела итог к тому... Все, мы подвели к итоге к того, чего Микаса хочет и кто она. Она девушка, которую спасли и которая должна теперь спасти других. Между прочим, это как лоза. И это должно продолжиться по цепочечке, дальше и дальше. Поэтому, между прочим, там был момент, что она очень сожалела, что повела всех на смерть, не осознав при этом ответственность. Сейчас она осознала. Что самое интересное, Эрон уникален в этом аниме тем, что он это осознал с самого начала в своей жизни. Что была 7-я серия. Атаки титанов. Вообще просто великолепная серия. Увидимся уже на 8-й серии. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и обязательно на Бусти, где я выложу данную серию абсолютно без каких-либо ограничений, с музыкой. Насладитесь и музыкой, насладитесь и прекрасным кадром. Удачи!